Супертайфун Бави вошел в историю метеорологических наблюдений как один из самых масштабных и устойчивых тропических циклонов в западной части Тихого океана. Сформировавшись в акватории Филиппинского моря, этот шторм за короткое время развился до высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. На пике активности скорость устойчивого ветра в его центре достигала 290 км в час, а общий диаметр штормовой зоны превысил 1000 км. Главная особенность Бави заключается в его аномальной термодинамической стабильности. Циклон удерживал разрушительную мощь рекордно долго, пройдя через Марианские острова, Филиппины, Тайвань, Японию и восточные провинции Китая. Развитие Бави происходило в условиях идеального совпадения нескольких факторов. Первичная зона низкого давления зародилась в регионе с аномально высокой температурой поверхности океана, достигавшей 30–31 градуса Цельсия. Тепловой запас воды обеспечил конвективные потоки колоссальным объемом парообразования, который является главным источником энергии для тропических циклонов. Вторым фактором стало практически полное отсутствие вертикального сдвига ветра в данном секторе Тихого океана. Сильный сдвиг ветра обычно разрушает вертикальную структуру шторма, унося теплое ядро в сторону. В случае с Бави структура оставалась целостной, что запустило процесс взрывной интенсификации. На пике развития внутри тайфуна произошел цикл замены стены глаза. Старая, более узкая стена глаза бури разрушилась, уступив место новому, значительно более широкому кольцу облаков. Это привело к одновременному расширению радиуса максимальных ветров и падению центрального давления до 905 гектопаскалей. Циклон приобрел кольцевую структуру, что сделало его устойчивым к внешним неблагоприятным факторам. Траектория движения тайфуна пролегала на северо-запад. Первыми под удар попали американские зависимые территории – Марианские острова. Западная часть глаза шторма прошла непосредственно над островом Рота, задев также Гуам и Сайпан. Скорость ветра на метеостанциях островов фиксировалась в пределах 280 км в час. Это привело к масштабным сбоям в энергоснабжении, прекращению авиасообщения и разрушению построек. Несмотря на то, что центр Бави находился на значительном удалении от филиппинского архипелага, его внешние полосы нагнетания активизировали юго-западный муссон. На острове Минданао это вызвало непрерывные проливные дожди. Согласно официальным отчетам служб гражданской обороны Филиппин, избыточное увлажнение почвы спровоцировало серию оползней и селевых потоков. В результате влияния тайфуна в регионе погибло 15 человек, а транспортное сообщение с рядом горных районов было прервано.
Одной из главных особенностей Бави стала его уникальная термодинамическая стабильность. Циклон удерживал статус супертайфуна 5-й категории в течение 78 часов непрерывно. В метеорологической статистике региона это один из самых продолжительных показателей для систем подобной мощности. Продвигаясь далее, штормовая система затронула японские острова Сакисима и Окинава. На Окинаве скорость ветра достигала 144 км в час. Штормовой нагон и волны повредили береговую инфраструктуру, однако строгие строительные стандарты Японии минимизировали структурные разрушения зданий. Параллельно угроза возникла для восточного побережья Тайваня. Прогнозы указывали на риск выпадения до 1000 мм осадков в горных районах острова. В рамках превентивных мер правительство Тайваня объявило штормовое предупреждение высшего уровня и мобилизовало инженерные подразделения вооруженных сил для возможной ликвидации последствий. Фактическая траектория тайфуна сместилась чуть восточнее расчетной, что избавило Тайвань от прямого удара, однако сильные дожди вызвали локальные паводки на северо-востоке острова. Финальной точкой маршрута Бави стало побережье Восточного Китая. Ситуация осложнялась тем, что незадолго до этого регион уже пострадал от тайфуна Майсак, и гидрологическая ситуация в провинциях Цзэцзян и Цзянсу была критической. Земля полностью перенасыщена влагой. Китайские службы по ликвидации чрезвычайных ситуаций предприняли одну из крупнейших спасательных операций в истории региона. Из потенциальных зон затопления в провинции Цзэцзян было превентивно эвакуировано более 1 700 000 человек. В мегаполисах, таких как Вэнчжоу и Нинбо, временно остановили работу промышленных предприятий, портовых терминалов и остановили движение поездов на скоростных железнодорожных магистралях. На момент выхода центра тайфуна на сушу скорость ветра снизилась до 144 км в час. Тем не менее, шторм нанес серьезный ущерб энергетическим сетям и сельскому хозяйству, затопив тысячи гектаров пахотных земель. Благодаря своевременному выводу населения из опасных зон, масштабных человеческих жертв на материке удалось избежать. Супертайфун Бави вошел в учебники метеорологии как пример экстремальной устойчивости тропического циклона. Исследователи связывают параметры этого шторма с долгосрочными климатическими трендами. Повышение теплосодержания верхнего слоя океана создает условия, при которых циклоны не просто чаще достигают максимальных категорий, но и сохраняют свою разрушительную силу на более высоких широтах, продвигаясь дальше на север, чем это фиксировалось в 20 веке. Изучение структуры Бави и точности численных моделей его прогнозирования продолжается метеорологическими центрами по всему миру. Это необходимо для модернизации систем раннего оповещения.